Трамп нападает на Зеленского и угрожает Украине. Резонансное заявление из Белого дома после позиции Киева. Немцы обвиняют США в разжигании конфликта в овальном кабинете. Говорят о спланированной спецоперации. Кто решил дать оплеуху Трампу и как на улицах Германии высмеивают Си Цзиньпиня и Путина. Украина идет в атаку. Зеленский не собирается уступать Кремлю, но США требуют территории в обмен на безопасность. Кому достанется Курская область и где пройдет новая граница? В Лондоне называют украинского президента военным лидером и призывают не заискивать с Путиным. Грозное заявление британского премьера. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Дональд Трамп вновь набрасывается на Зеленского. До Вашингтона долетели слова из украинского офиса президента о том, что до соглашения об окончании войны в Украине еще очень-очень далеко. Автором этих слов является Зеленский. Он накануне заявил, что такие шаги никто еще даже не начал. Процитирую: «Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить». Вероятно, что это заявление попало точно в цель. Трамп в ярости. Он посвятил свой новый пост в True Social, очевидно, Зеленскому. Заявление можно воспринять как открытую угрозу. Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть. Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США, вероятно, не лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем думают? Что будет, когда терпение США лопнет, Трамп не уточнил. Но уже накануне в западной прессе появлялась информация о том, что президент Америки готов остановить всякую помощь для Украины. Даже ту, которая уже была оплачена и одобрена во времена Байдена. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтс говорит подобные вещи. Он задает вопрос, а как эта война будет выглядеть через год? И уточняет, что терпение американского народа в отношении бесконечного предоставления миллиардов и миллиардов долларов не безгранично. И Зеленскому это уже дали понять. Поэтому надо заключать мир, уверен Уолтс. Но здесь, внимание, придется идти на территориальные уступки, то есть отказаться от части территорий. Я говорю о том, что войну нужно закончить, и для этого потребуются территориальные уступки. Это потребует уступок от России в вопросе гарантии безопасности. Это потребует от всех сторон сесть за стол переговоров. Мы активно работаем над тем, чтобы продвигать эти переговоры. Мы вели взаимодействие с россиянами в Эр-Рияде, мы работаем над взаимодействием с украинцами, чтобы затем собрать все стороны вместе. Только президент Трамп может это сделать, и я нахожу абсурдным, что его за это критикуют. Уолтс уточняет, что Украине придется уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности. И этот вопрос уже даже обсуждался. Придется ли России отказаться от части Курской области, которая уже 7 месяцев находится под контролем ВСУ? Уолтс не уточняет. При этом Зеленский дает понять, он не готов к территориальным уступкам, никогда не признает оккупацию. Украина не признает оккупированные территории российскими. Мы уже проходили через это. Я помню весь этот путь, который мы проходим сегодня. Мы должны основываться на уставе ООН, на понимании международного права всеми партнерами и на том, что придет время, и Украине вернется ее украинское. Никто не хочет ничего лишнего, никто не хочет того, что нам не принадлежит. Потому что когда ты берешь чужое, оккупируешь что-то или действуешь вопреки праву, все это вернется к тебе. Если ты забираешь у кого-то дом, его землю, его жизнь, у тебя это тоже заберут. Вопрос только во времени. Эти заявления уже возмутили Кремль. Песков вспомнил стамбульские договоренности, а также заявил, что с того момента прошло 2,5 года, и ситуация изменилась.
нежелание воспринимать реальное положение дел на земле. И тоже президент Путин неоднократно об этом говорил, что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы. Но с тех пор, за 2,5 года, ситуация на земле поменялась. И только слепой может этого не видеть, и глухой не хотеть этого слышать. А Лондон тем временем отправил сигнал Трампу. Кир Стармер, который на прошлой неделе побывал в гостях в овальном кабинете в преддверии грандиозного скандала между Зеленским и Трампом, теперь говорит Вашингтону: Зеленский – военный лидер, и именно он требует поддержки, а заискивать с Путиным нельзя, уверен британский премьер. Сама же сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам не является достаточным обеспечением безопасности. Я не видел сообщений о том, что США прекращают поддержку Украины, и, насколько мне известно, это не соответствует их позиции. Благодарю за поддержку в этом вопросе, хотя меня несколько беспокоит, что Шотландская национальная партия продолжает настаивать на отказе от ядерного сдерживания. Если когда-то и был момент подтвердить поддержку ядерного сдерживания, то это сейчас. Мы не должны ослаблять нашу безопасность и оборону. Аналитики пишут, что Британия не только сейчас явно не хотят ослабления влияния США в Европе. Удержать американцев на континенте – одна из миссий, считает Фридрих Мерц из Германии. В Берлине, кстати, обвиняют Дональда Трампа в преднамеренной эскалации спора с Зеленским. Для меня это была не спонтанная реакция на вмешательство Зеленского, а явно спровоцированная эскалация этой встречи в овальном кабинете. Обычно такие встречи с прессой длятся всего несколько минут. В пятницу все было иначе. И да, должен сказать, я был несколько удивлен, в том числе и взаимным тоном. Это не пошло на пользу делу. Но в череде событий последних недель и месяцев, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности, есть определенная преемственность в том, что мы сейчас видим из Вашингтона. И я выступаю за то, чтобы мы готовились сделать гораздо больше для обеспечения собственной безопасности в ближайшие годы и десятилетия. Я также выступаю за то, чтобы мы сделали все, чтобы удержать американцев в Европе. Я считаю, что американцы должны быть заинтересованы в том, чтобы оставаться в Европе, поддерживать трансатлантическое партнерство вместе с Европой. Но у меня нет полной картины, и у меня нет окончательного суждения. Трамп и Путин давят Зеленского. В Германии, кстати, в эти дни большой карнавал. Там высмеивают мировых лидеров. Рукопожатие Трампа и Путина называют пактом Гитлера-Сталина 2.0, которая раздавливает Украину. «Сделаем Россию снова великой». Такая надпись появилась на одной из фигур Путина, в то время как Трампа показали в образе императора, сжигающего мир под лозунгами «тарифы» и «аннексия». Организаторы вновь повторяют: Германия не намерена плясать под дудку России, и открыто высмеивают даже союзников из США. В то же время Трамп высмеивает Европу и уже после этого карнавала написал, что Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Намного больше. Это была цитата. Аналитики тем временем продолжают говорить о последствиях конфликта Трампа и Зеленского, ведь он не утихает. И, судя по всему, украинский президент не в самой лучшей позиции, несмотря на то, что уже много раз поблагодарил американцев за помощь и призвал к сотрудничеству. Если Зеленский вернется в Вашингтон, ему придется ехать туда с позиции просителя, четко дать понять, что он хочет американской поддержки и готов на многое, чтобы ее получить. И, думаю, более важный вопрос, на что Зеленский готов пойти ради этой поддержки? На что готовы те украинцы, которые его поддерживают, не все, но те, кто поддерживает, чтобы ее получить? И какое давление Европа готова оказать на него, чтобы вовлечь Америку в сделку? Вот где настоящий дискомфорт. Костюм — это лишь гарнир сверху. В Белом доме всего несколько часов назад заявили, что США готовы продолжить диалог с Украиной по соглашению о ресурсах, если президент Владимир Зеленский согласится на окончание войны. Опять же, Уолтс, ранее мной упомянутый, озвучил рецепт успеха. Процитирую.
Президент Зеленский садится за стол переговоров и обсуждает условия мира. То, что нужно Украине для достижения частичного или постоянного прекращения огня и завершения этой войны. Конец цитаты. Как считаете, когда такой диалог состоится? Пишите свои варианты в комментариях. Также не забудьте подписаться, поставить колокольчик и буду благодарен за лайк. Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если что-то упустили, переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, расскажите об этом канале своим друзьям. Хотите помочь? Оформите спонсорство или нажмите «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи.